Всем привет! Друзья мои, мира вам и крепкого здоровья! Сегодня вашему вниманию лечо. Простой, незамороченный и очень вкусный рецепт. Вот такое лечо получается. Немного осталось, чтобы вам показать. Посмотрите, перчик не разварился, то есть кожура на месте. И тем не менее очень мягкий, вкусный, сочный. Как вкусно сейчас у меня будет с серым хлебушком. Очень вкусно. Поехали готовить. 4 килограмма томатов. Я сейчас их пропущу через мясорубку. 2,5 килограмма уже очищенных болгарских перцев. И режем их на 4 части. Лучше всего брать ярко-красный и вот такой мясистый. И 200 грамм чеснока. Еще понадобится растительное масло, уксус, соль, сахар. Банки стерилизуем, крышки кипятим. Через мясорубку пропустила томаты и чеснок. Сейчас необходимо сварить томаты. У меня 8-литровый казан. И томаты я буду варить в течение 20 минут с момента закипания, периодически снимая пенку. Томаты закипают. И сейчас перевожу огонь на средний и буду варить в течение 20 минут. Периодически помешивайте, потому что я не знаю, какого качества у вас томаты. Если они плотные и не мясистые, могут оседать на дно и пригорать. Поэтому следите, периодически перемешивайте. Ну и, конечно, если продолжает образовываться пенка, снимайте ее. 20 минут прошло, томаты сварились. Отправляю сюда чеснок, 2 неполные столовые ложки соли, 5 столовых ложек сахара, также без верха. Все перемешаю, пусть специи растворятся. И отправлю перцы. Сейчас перец пустит сок, и лечо наше все покроется томатом. Все, ждем, когда закипит. Сейчас эта вся масса закипит. И видите, перчик начинает тонуть. Он сейчас весь закроется вот этой вкусной жидкостью. И я буду варить, периодически помешивая вот так аккуратно. Обязательно надо придавить, чтобы весь перчик варился и был в кипятке. Делайте огонь средний, чтобы все это не выплескивалось. Прошло 5 минут, и лечо закипает. Перцы пустили сок, жидкости образовалось много. Сейчас закипит, переведу на средний огонь и буду варить в течение 15 минут, периодически прижимая перцы, чтобы они все были покрыты кипятком и варились. Прошло 15 минут. Добавляю 100 грамм растительного масла без запаха, которое рафинированное. И 2 чайные ложки, вот абсолютно без верха, уксусной кислоты 70%. И все перемешаю, и через минуту буду пробовать на соль, сахар и на вкус. Это должно быть вкусно, немного сладко, немного кисло, немного солено. Ну, в общем, это должно быть вкусно. Для этого надо хорошо перемешать. Я сейчас еще буду варить буквально 3-5 минут, потому что перцы уже мягкие и нет необходимости их переваривать, иначе они разварятся, будут мягкие, невкусные, а мы еще их будем укрывать пледами и подушками. И они еще там доготовятся, совсем развалятся. Сейчас я попробую. По мне так еще кислоты не хватает. Сейчас попробую. Нет, достаточно. Смотрите, чайная ложка уксусной кислоты 70% эквивалентно где-то 60 грамм уксуса обычного, 9%. Но прежде чем вы будете добавлять 9% уксус в количестве, допустим, 100 грамм, не торопитесь сразу все выливать. Добавьте половиночку и пробуйте. Это должно быть вкусно. А для того, чтобы это лечо стояло, чисто для того, чтобы он работал, уксус, как консервант, достаточно и половина этой порции, потому что здесь все сварилось, ничего не взлетит. Сейчас я еще попробую. Пробовать надо большими порциями. Маленькой порцией, если будете пробовать, у вас ничего не получится, рецепторы не сработают. Надо немножечко больше набрать, остудить и попробовать. Вот прям попробовать профессионально. По мне все хорошо. Очень сладкое, совсем не кислое. Вот 2 чайные ложки уксусной кислоты 70%. Прям достаточно. И причем можете добавить прям вот чайные 2 ложки, если вот столько же у вас будет овощей, прям полные, стандартные 2 чайные ложки.
Сейчас закипит еще прям хорошо. И поварю минуты 3 буквально еще. И буду закрывать. Очень вкусный перец получается. Может быть, это не совсем и лечо. Но пусть будет перец с томатами. Пусть будет томаты с перцами. Пусть будет очень вкусная закуска. Как бы это ни называлось, это на самом деле вкусно. Обязательно еще попробовать. Нормально, вкусно. 2 столовые ложки соли, это примерно 50 грамм. 5 столовых ложек сахара, я не полных добавляла. Я взвесила вот ровно такими ложками, которыми я сюда добавляла. Это 100 грамм. А там вы уже смотрите на свой вкус. И 2 чайные ложки уксусной кислоты 70%. Ну и все. Чтобы перчик совсем не стал мягкий, можно выключить и начать раскладывать в обязательно стерилизованные банки, и кипяченые должны быть крышечки. Все готово. Из этого количества продуктов получается 8 700-граммовых баночек. Вот такое получается лечо. Готовится быстро, и это очень вкусно. Сейчас переверну баночки на крышку, накрою полотенцем и чем-нибудь теплым, каким-то пледом. Но сначала закройте салфеткой, чтобы плед не выпачкать. И до полного остывания. Все, друзья мои, готовьте и не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Пока-пока!